Поехали сразу знакомиться со схемой, да. В схеме у нас 5 петелек. Ваше внимание прошу вот в этом месте сосредоточить. Желтенькие квадратики, здесь нет петли, они не, ну нет их здесь в узоре. Так, далее. В общем-то, все обозначения, как в любой схеме. Вы себе или перерисуйте, поставьте на паузу, или скриншот сделайте, да. И сейчас по знакам пробежимся. Значит, кружочек — это накид. Вот такой зонтик. Это 3 вместе лицевой провязываем. Палочка направо и еще одна палочка от нее направо, да. Это 2 вместе вправо вяжем. Палочка влево, с палочкой влево, 2 вместе влево вяжем. Плюсик — это лицевая, минус — это изнаночная. Пожалуй, все. Провязываем до регланной линии. Я буду вязать чисто лицевой гладью, да, и на лицевой глади я буду показывать узор. Определились с регланными линиями. У меня их будет 2, может быть у кого-то одна, без разницы. И не доходим 5 петель до реглана. 2, 4, 5. Так, 2 я провязываю еще. Вот у меня 5 до реглана. Вот что мы делаем с этими 5. 2 изнаночные. 1, 2. 1 лицевая и 2 изнаночные. Все, это по правую сторону от реглана. Далее вяжем реглан. Соответственно, если вам нужна прибавка, потому что регланные линии вяжутся по-разному, в зависимости от модели, да, от силуэта, там что вы вяжете, я не знаю. Может быть прибавление в каждом втором ряду. Ну, это классический такой вариант, да. В одном ряду прибавляем, в другом ряду просто провязываем эти накиды. То есть реглан расширяется. Это узор для реглана, да. Мы о реглане говорим. Или же там через каждые 2 ряда, может быть. То есть это контролируйте сами. Я буду показывать просто вот вариант классический, то есть через ряд. Значит, вяжу петли реглана. Я буду вот так вот их вязать, мне так нравится. Делаем накид, это к реглану относится, больше ни к чему. И для левого листика от реглана делаем 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Все, раппорт первого ряда закончен. Все остальное лицевые петли. Кто вяжет по кругу, вяжем по рисунку. Все, что лицевые, это лицевые. Все, что изнаночные, это изнаночные. Все. Все легко и просто. Кто поворотными рядами, точно так же по рисунку вяжем. Где видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды предыдущего ряда, вот эти, да, мы провязываем. Здесь они у нас лицевые, значит, там они у нас изнаночные. Все довольно-таки просто. Да, возвращаемся к рисунку. Не сказала, да? У нас 5 петель это в раппорте участвуют, а рядов в высоту, да, в длину, высоту, как вы хотите называйте, у нас будет 22, включая четный. И будем мы вязать нечетные только ряды. Второй ряд и все четные остальные, там 4, 6, 10 и так далее, до 22 мы будем вязать по рисунку. Итак, вяжем третий ряд. Подошли к нашим изнаночным петелькам. Делаем 2 изнаночные. Накид. У нас 1 лицевая вот участвует. Можете ее даже пометить, кто начинающий. Лицевая. Накид. 2 изнаночные. 1 лицевая. И подошли. Вот у меня 2 регланных линии. Я делаю накид. Потому что в предыдущем ряду я провязывала эти накиды просто по рисунку. Значит, в этом ряду я прибавляю. Так, 1 лицевая. И у нас опять идут 2 изнаночные. Накид, лицевая, накид, 2 изнаночные. Все, смотрим в рисунок, да, в схему. Раппорт третьего ряда закончен. Пока ничего не понятно. Итак, вяжем 5-й ряд. Подошли к изнаночным петелькам, да, довязали до изнаночных. Вяжем 2 изнаночные. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 изнаночные. Далее, если прибавки у вас были, как у меня, будут 2 лицевые. 1, 2. Дальше идут петли реглана. Я делаю накид, потому что это у меня лицевая сторона. Регланную линию провязываю. Как угодно, там, как вам нравится. Накид, снова 2 лицевые. И подошел наш рисунок. 2 изнаночные. 1, 2. 1 лицевая. Накид, лицевая. Накид, лицевая. 2 изнаночные. И на этом раппорт 5-го ряда закончен.
четный ряд мы вяжем по рисунку. Подошли к 7 ряду, подошли к своим изнаночным, вязали, подошли к изнаночным. 2 изнаночные, 7 ряд вяжем. 2 изнаночные, далее 2 лицевые, 1, 2. Делаем накид, лицевая, 1 накид, 2 лицевые, 1, 2 и 2 изнаночные, 1, 2. Вот он, наш листик начинает формироваться. Пока мы еще его не видим красивым, но уже он формируется. Далее 1, 2, 3 петли до реглана я вяжу просто лицевыми петлями. Делаю накид до реглана, реглан провязываю. Ссылочку поставлю в инфобокс, и вот здесь будет наверху, вот здесь в правом верхнем углу выскочит подсказочка такая. Вы можете на нее нажать, и у вас отложится на последующий просмотр. Так, реглан я провязала, делаю накид, снова 3 лицевых, 1, 2, 3, и в зеркальном отображении вяжем наш листик. 2 изнанки, 2 изнаночные, простите. Далее 2 лицевые, 1, 2, делаем накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2 и 2 изнаночные, 1, 2. Все, 7 ряд, раппорт 7 ряда у нас провязан. Подошли к 9 ряду, 2 изнаночные у нас перед нами встретились, да, вяжем рисунок. 2 изнаночные, смотрим схему и вяжем. 2 изнаночные, теперь у нас 3 лицевые, 1, 2, 3. Вот он, наш листик, вокруг него накиды, да, вот наш центральный у листика. Делаем накид, 1 лицевая, накид и 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночные, которые обрамляют наш листик, да? У нас вокруг 2 изнаночные и по центру листик идет. Далее лицевые 1, 2, 3, 4. Если прибавляете через ряд, то их будет 4. Может быть, у вас другое количество, я не знаю. Делаю накид перед регланом. Вяжу регланную линию, да, неважно какую. Опять накид. Снова 1, 2, 3, 4 лицевых. Подошли к основному узору, который у нас по схеме. 2 изнаночные. То же самое вяжем буквально. 3 лицевые. 1, 2, 3. 1 накид. 1 лицевая, 1 накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночные, 1, 2. Все, раппорт 9 ряда закончен. Подошли к 11 ряду. Подошли, провязали лицевые, да, на фоне лицевой глади показываю. 2 изнаночные, как встретили, начинаем рисунок. 2 изнаночные. Смотрим схему 11 ряда. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Делаем накид, 1 лицевая, накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, 1, 2. Правый листик мы закончили. Собственно, вот по схеме вот оно закончено. Это наш 11 ряд. И мы то же самое повторим сейчас с левой стороны. Доходим до линии реглана лицевыми петлями. У меня их получилось 1, 2, 3, 4, 5. Делаю накид, вывязываю регланную линию. Мы сейчас не о ней, да. Накид, снова у меня идут 1, 2, 3, 4, 5 лицевых и вывязываем листик. 2 изнаночные, 1, 2, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4 и 2 изнаночные. Все, это у нас 11 ряд, мы закончили. Любители вязания, приветствую, мальчики, девочки, здравствуйте, меня зовут Настя, и сегодня я к вам вот с таким красивым регланом. То есть вот она линия реглана, у меня спицы коротенькие, простите, у меня не умещается все. И узорчик, который отходит от линии реглана, это листики. Вот один народился, ну здесь с левой стороны тоже такой же, второй народился, и закончила вот я на 3-м, думаю, хватит. Мы с вами провязали сейчас 12 рядов, получается. Образовалось у нас 1, 2, 3, 4, 5 дырочек. Смотрим в схему. 5 дырочек у нас есть.
И теперь у нас пойдет закрытие. Вот 13 ряд мы будем делать закрытие. Я чуть-чуть поменяла здесь, вот здесь была изнаночная. Я, видимо, схему брала с интернета, поудобнее будет делать так. Ну, не вникайте, она и та схема правильная. Единственное, надо считать по центру, чтобы по центру было 7 лицевых. Кто вяжет, они знают такие схемы. Она, наверное, тоже какая-нибудь китайская. Ну, в общем, я ее немножечко переделала вот здесь вот, да, такой момент. Ну, сейчас посмотрим. И еще такой момент. Смотрите, теперь как это выглядит. Да, по поводу схемы. Смотрите, она у нас не расширяется. Мы 5 раз прибавили 10 петель, да, за счет 12 рядов. 11 и 12 мы вязали еще один круговой или там поворотный, неважно. Далее мы эти 10 петель путем 1, 2, 3, 4. И здесь мы из 3 вывязываем 2, убираем 2. Из одной мы вяжем 3, когда вот в этом месте. Мы также берем 2 петли. То есть получается мы 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз убираем по 2 петли. То есть здесь мы прибавили. То есть количество в... Вот сейчас он у нас расширился. За счет этого он получается выпуклый. Далее его нужно будет, когда изделие будет готово, немножечко припарить. Кому-то понадобится он может быть именно выпуклым. Но это тоже уже дело вкуса и дело зависит от изделия, которое вяжете. Так, по поводу этого сказала, что это не расширение. Вот это, имейте в виду, это не расширение. Мы реглан расширяем, как идет реглан, а это у нас чисто узор. Просто узор будет у нас фактурный, ну, как выпуклый. Потом будут убавки, и количество петель останется тем же. Так, все, по поводу этого все. Теперь далее внедрять начинаем второй листик. Чтобы линия реглана, смотрите, идет линия реглана, появлялся один листик, теперь мы должны внедрять второй листик, чтобы они у нас красиво шли, там то количество, которое вам нужно. Вот себе сделайте пометочку, что с 13 ряда идет второй лист, и вывязываем мы его так же, как и начинаем с первого ряда вывязывать, с 1 по 22. То есть, соответственно, крайний лист, который у нас уже есть, мы вяжем сейчас с 13 ряда, начинаем его закрывать. И в этом же 13 ряду у нас рождается листик ближе к регланной линии. Вот здесь. Сейчас мы тоже найдем его центральную вот такую петельку. Ну, давайте вот так вот сделаем. Я помечу одну центральную петельку у одного листочка. И сейчас мы здесь пометим лицевую. Итак, вяжем 13 ряд. Значит, доходим до наших изнаночных петель, до первого листика, да? Вяжем 2 изнаночные, теперь 2 вместе с наклоном влево. Вот у меня классические вот так вот лежат. Кто вяжет бабушкиными, им переворачивать не нужно, я переверну классические, вот таким образом. 2 вместе с наклоном влево за заднюю стеночку. Далее по центру 7 лицевых идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова 2 вместе с наклоном только вправо уже. Классически я не переворачиваю, просто слева направо. Делаю обычные 2 вместе при классическом вязании. При бабушкиных вы их переворачиваете. Стеночки, я имею в виду. 2 изнаночные. Все по нашей схеме мы один лист вывязали. Далее у нас линия реглана. Я ее отметила красным маркером. Вот пусть она выделяется. От нее отсчитываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Как мы изначально вот здесь вот делали, когда вывязывали первый лист. Одна лишняя остается. Вот эту лишнюю мы провязываем. Значит, одна лицевая. И дальше смотрим в схему и начинаем с первого ряда, как мы и вязали. То есть 2 изнаночные. 1, 2. Лицевую сразу помечаю. Сейчас я провяжу. Лицевая одна. Я ее сразу помечу. Она у нас будет центром листика нового, рождающегося, вновь родившегося. И 2 изнаночные петли. Это мы вырисовывать начинаем второй лист. Вот у нас первый лист, вот у нас второй лист. Это линия реглана красным. Линию реглана проходим, делав соответствующие прибавки к ней слева и справа. Так, делаем накид. Далее, после прибавки, после регланной, вот он накид мой, делаем 2 изнаночные. В зеркальном отображении все то же самое. Одна лицевая, она у нас будет центральная, вот эта вот лицевая. То есть то же самое мы делаем. 2 изнаночные. 1, 2. Далее у нас одна лицевая сама по себе.
И начинаем по 13 ряд листика вязать 2 изнаночные, 2 вместе с наклоном вправо, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я, кажется, сказала вправо, влево. У нас влево поворот, 2 вместе с наклоном влево, да. Теперь 2 вместе 7 лицевых провязали, 2 вместе с наклоном вправо. Смотрим в схему, да. 2 изнаночные. Все, 13 ряд закончен. Продолжаем, это у нас 15 ряд. Вяжем 2 изнаночные, да, подошли к изнаночным. Продолжаем закрывать наш лист. 2 вместе с наклоном влево. Это внутри листочка уже у нас. Сейчас покажу. Вот так, да, видно? Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном вправо. Вот эти 2 вместе, влево-вправо, мы закрываем листочек. Влево-вправо. И убавляем наши петли заодно, чтобы вернуть изначальное количество петель. То есть это не реглан. Реглан у нас, как я уже сказала, здесь, да? Здесь нет прибавок. Лист завершим, и никаких прибавок, лишних петелек у нас не будет. Так, дальше 2 изнаночные, это мы закончили листик. Дальше у нас одна лицевая присутствует, и дальше пошел второй лист. Вяжем мы его, смотрите, как очень элементарно видно все. Так, вот сейчас дырочек нету, вот смотрите, у нас в третьем ряду, вот сейчас мы должны вязать третий ряд, у нас появится дырочка. Вяжем 2 изнаночные, у нас вот подошли 2 изнаночные, вяжем 2 изнаночные, накид, центральная лицевая, накид, 2 изнаночные. Далее я вам покажу, просто будет очень удобно, по вот этим дырочкам, которые вокруг листика идут, вернее внутри листика идут, 5 листиков и закрытие. 5 листиков, ой, 5 дырочек провязали. 5 дырочек это 10 рядов. 11 и 12 это у нас вот сам первый ряд, где мы не делали прибавок. Так, 2 изнаночные провязали, 1 лицевая, петли реглана, накиды, прибавки, то есть делаем до и после. Я делаю в лицевом ряду, я поворотными рядами вяжу. Итак, прошли регланную линию, сделали накид, 1 лицевая. Далее у нас идут 2 изнаночные. 1, 2. Все в зеркальном отображении, как и здесь, если проверить. Накид, 1 лицевая, вот она центральная. Я вот думаю отсюда снять, наверное. Лучше вот здесь вот с этой стороны пометить эту центральную лицевую. Накид перед ней сделали, лицевая центральная, это у листочка нового. Накид, 2 изнаночные. Между листиками у нас 1 лицевая идет, и второй листик с левой стороны, который 2 изнаночные, 2 вместе с поворотом влево, закрываем листочек. Ну, точно так же, как и с правой стороны закрывали. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе с наклоном вправо, бабушкины переворачивайте, 2 изнаночные. Все, на этом у нас 15 ряд закончен, да? А здесь у нас третий. Можете не вести вот здесь вот учет, будет видно по дырочкам. Сейчас чем дальше пойдем, тем больше будет понятней. Вяжем 17 ряд. Подошли к изнаночным петелькам, вяжем 2 изнаночные. 1, 2. Продолжаем закрывать лист. 2 вместе с наклоном влево. Сделали 3 лицевых по центру. 1, 2, 3. 2 вместе с наклоном вправо. Подтянули, да? И 2 изнаночные. Вот он наш так, 17 ряд. Листик все больше и больше закрывается. Далее у нас разделяет 1 лицевая, и мы повторяем листик. Смотрите, как удобно смотреть. Вот теперь, когда у нас первая дырочка появилась в листочке, это второй листочек, который ближе у нас уже к регланной линии, второй лист наш. Смотрим схему, я один раз покажу. Вот один, если есть, значит смотрим схему, значит вяжем по 5 ряду. Вот и все. Там мы продолжаем вязать там свой ряд. Здесь мы возвращаемся, да, к 5 ряду. То есть одно и то же, по одной и той же схеме вяжем, просто немножечко контролируем. Сейчас мы будем вырисовывать просто вторую дырочку. 2 изнаночные. Это у нас второй листочек начался. Теперь
Так, 1 лицевая, накид, центральная лицевая, накид, лицевая 1, 2 изнаночные. Все. Раппорт вот этого листика вновь родившегося закончен. Дальше мы идем просто к регланной линии, 2 лицевые, 1, 2, делаем накид, это для прибавки в регланной линии. И сейчас в зеркальном отображении все то же самое провяжем в другую сторону, слева от реглана, да? Делаем накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, центральная лицевая листика, накид, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая. Дальше пошел лист, закрывать его, да? Точно так же, давайте я не буду повторяться, это 2 изнаночные, 2 вместе с наклоном вправо, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном, простите, вот здесь слева, влево наклон, 3 лицевые, то есть то же самое, смотрим в схему, провязываем вот этот лист, это то же самое, что и справа, чтобы ваше время не тянуть, и этот вяжем самостоятельно. То есть у нас получается, это у нас вяжем мы 17 ряд, довязываем самостоятельно его. Так, я правильно говорила, предыдущий ряд у нас был 17, сейчас мы вяжем 19. Подошли к изнаночным петелечкам, к листику нашему, 2 изнаночные вяжем, 2 вместе с наклоном влево, поворачиваем вот эту сторону листика влево, загибаем влево. 1 лицевая получается у нас, и 2 вместе с наклоном вправо. 2 изнаночные. Все, это раппорт вот этого большого листа. Да? Дальше мы идем к маленькому листочку. 1 лицевая, 2 изнаночные, которые обрамляют листик. И начинаем, смотрим в 7-й ряд и вяжем. Значит, 2 лицевых, 1, 2, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевых, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, и до петель реглана, не петель, а, да, петель, правильно, 1, 2, 3 лицевые петли у меня получается. Теперь все то же самое с этой стороны. Листик вот это уже не будем проходить, да, тут 2 изнаночные, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, вот эти уйдут, 2 изнаночные. То есть все ровным счетом, как и здесь. Единственное, мы с вами пройдем маленький листик. Сделали накид, регланная линия. Кто только начинающий, можете просто лицевую здесь вязать. Накид после регланной линии. 1, 2, 3 лицевые, 2 изнаночные. И наш листик. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 изнаночные. Листик закончился наш, да, который ближе к реглану. Вот так вот сейчас покажу. Вот она, регланная линия. И вот у нас новые листочки рождаются. Эти мы закрываем уже. И эти листочки у нас разделяются одной лицевой вот этой петелькой. Далее самостоятельно вот этот большой лист довяжете точно так же, как и в начале. И так мы 19 ряд, получается, провязали. 20 рядов мы связали. У нас теперь, ну, четный мы вяжем самостоятельно, да, по рисунку. Неважно, в круговую мы вяжем или же не в круговую. Теперь у нас идет 21 ряд, и знаете, как удобно считать? Минус 12. И минус 12, и 9 ряд мы будем вязать вот этот лист. То есть здесь у нас 21 ряд, а здесь 12. 9, простите, минус 12 рядов отсчитываете, и разница между листочками будет всегда 12 рядов. Я имею в виду в номерах рядов, да? 2 изнаночные провязали, у нас 3 лицевые осталось от листочка, мы их провязываем вместе. Смотрите, как можно их провязывать. У кого бабушкины, 2 варианта покажу. Бабушкины лежат вот так все петли. Их нужно перевернуть как классические. Вот таким образом. Слева направо снимаем, но не провязываем ничего, просто снимаем на правую спицу. Последнюю третью, она у вас тоже должна быть перевернута как классическая, провязываем лицевой и 2
которые просто у нас лежали, перекидываем через эту одну. Получается, центральная петля лежит сверху. Мне больше нравится другой вариант. Как-то я приловчилась, мне удобно. Кому не понравится, вы можете вязать как хотите, как вам удобно. Так, 2 изнаночных и теперь 3 вместе лицевой. Я снимаю справа налево спиц, 2 петли на спицу правую, подтягиваю правым пальцем левой руки, большим пальцем левой руки, подтягиваю вниз вот эти 2 петли, чтобы мне левую спицу было удобно завести вот так вот сзади. И правую вынимаю спицу. И все, что у меня теперь есть, я провязываю за правую стенку. Но при этом петли у меня все лежали классическими. Мне больше нравится вот такая петля. Ну, это на вкус и цвет, смотрите сами. Все, листик у нас закрыт. 2 изнаночные. Все, смотрите, у нас один листик уже закрыт. Дальше разделяет 1 лицевая, и мы переходим ко второму листику. И он у нас 9 ряд. Смотрим, значит, в схему и вяжем 9 ряд. 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночные, второй листик, который у нас ближе лежит к регланной линии, готов, 9 ряд, это вот здесь в данном случае. Симметрично вяжем и левую сторону, 2, 3, 4 лицевых у меня до реглана, реглан вывязываю, делаю прибавки, да, вывязываю регланную линию, но это на свое усмотрение, и в зеркальном отображении 1, 2, 3, 4, при моем ритме прибавок в регланной линии у меня 4 лицевых получилось, и идем вывязывать листик, 2 изнаночные, повторяем тоже один в один все то же самое, что и здесь было. 1, 2, 3 лицевых, вот наш центральный, делаем накид, лицевая, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночные, обрамляют листик с обеих сторон, да, у нас всегда по 2 изнаночные у каждого листика. 1 лицевая, это у нас разделяет 2 листа, и второй лист вяжем, как мы вот здесь вязали, то есть смотрим схему 21 ряд. То есть мы вот этот лист последний, вернее закрытый который. Еще маленький момент. По изнаночной стороне я вяжу поворотными рядами, то есть туда и обратно. По изнаночной стороне в большом листочке у нас, вот, которые были изнаночные, обрамляли наш листик, они с этой стороны лицевые, да. Вот 1, 2, 3, 4. И по центру, которая была там у нас лицевой, я ее сейчас вяжу здесь лицевой, чтобы с той стороны получить изнаночную. Иначе будет вот так вот некрасиво, сейчас покажу. Мне вот здесь вот я вязала, да, и мне не понравилось тоже, что здесь уперлась в рисунок. Здесь есть вот эти изнаночные, а вот это уже платочная вязка, она крупнее, и она упирается вот сюда в лист. Мне не понравилось это. Здесь надо было остановить платочную вязку где-то здесь, а здесь просто изнаночным провязать. Это такое маленькое, как бы, маленький нюансик, который либо интуитивно чувствуем, либо мы на это не обращаем внимания, вяжем как хотим. То есть никакой схемы такой вот нету. Это я вот как бы рекомендую просто сохранить здесь несколько рядочков изнаночных еще. Если вы вяжете по кругу, то просто 5, вот у вас 2 изнаночные, 1 лицевая. Вот эту лицевую надо провязать изнаночной, если вы вяжете по кругу. И 2 изнаночные, то есть 5 вместе изнаночных. Так, это у нас уже получается... Смотрите, смотрим на вот этот лист. Мы один закрыли с вами, да, большой, вот крайний. Смотрим на вот этот лист, который у нас новый. Раз, считаем дырочки. 1, 2, 3, 4. Значит, 8 рядов у нас отвязано. Значит, будем вязать 9. Так, 1, 2, 3, 4. Точнее, не 9, 11. В 11 ряду у нас 5 дырочка появляется. 11 ряд по схеме будем вязать. А по поводу узора, ой, точнее, вот этого закрытого листа, я не знаю, как-то себе пометьте. Я себе, знаете, как сделала? Вот так вот. Наверное, так красивее будет. В 23 ряду здесь по центру оставить 3 изнаночных. Один разочек. Все, дальше вяжем лицевыми. Простите, если по кругу, дальше вяжем лицевыми. То есть, смотрите, вот передо мной
Изнаночные я одну делаю лицевой, 3 изнаночные, 1, 2, 3 и 1 лицевая, то есть убрала по одной лицевой, ну, чтобы он как бы, знаете, чтобы красиво было вот. А следующий круговой ряд уже можете смело вязать все лицевые. Все, по поводу этого листа закрыли тему. Дальше у нас есть второй лист. Мы его вяжем, смотрим в схему, да, и что мы видим? Вот у нас здесь сколько мы посчитали дырочек? 4 дырочки. Чтобы не спутаться, 4 дырочки есть, значит, мы находимся сейчас в 11 ряду. Значит, будем вязать 11 ряд. И продолжаем то же самое, что и мы делали в этом ряду. То есть в этом 11 ряду. То есть схему перед вами, да, мы это все уже провязали. Смысл сейчас мне с вами это провязывать. То есть вяжем опять, делаем прибавочку, да, 2 изнаночные провязали. 1, 2, 3, 4 лицевых, делаем накид, делаем центральную, накид, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. У нас 2 изнаночные слева, 2 изнаночные справа от листочка. То есть этот у нас закрыт лист, забыли про него. Мы работаем теперь над этим листом. И вот сейчас мы провяжем 11 ряд, в 13 будем его закрывать. Здесь мы вяжем опять лицевые петли, здесь все в зеркальном отображении ровным счетом после изнаночных. Все то же самое, вот такой же листик, как и вот этот маленький, да. А здесь у нас тема закрыта с большим листом. Я думаю, все понятно. И продолжаем дальше, да. Сейчас у нас 13 ряд к этому листику, который относится. Здесь у нас все закрыто. Красиво обрамляют изнаночные петли, когда это все будет, естественно, ну, распарено, отпарено, да. Любую пряжу отпариваем, не касаясь ее. Теперь подошли к 13 ряду. Что мы делали здесь в 13 ряду? Кстати, как мы проверяем, что это 13 ряд? 5 дырочек, смотрите, считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 дырочек есть, 5 накидов, 5 прибавок с каждой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим в схему. Значит, мы вяжем 13 ряд. Значит, начинаем закрытие листочка этого, да. И также с 13 ряда мы начинаем уже здесь, можете написать, 3-й лист. То есть все то же самое делаем, что мы здесь сделали в 13 ряду. И так можно продолжать до бесконечности вязать листочки, столько, сколько вам их нужно по линии реглана. 2 изнаночные, да. Смотрим, значит, в 13 ряд. 2 изнаночные, 2 вместе с наклоном влево. Сделали 7 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе с наклоном вправо. 2 изнаночные. Первое закрытие листочка, второго нашего листочка мы уже сделали, да. Пошли теперь его убавлять, как мы и первый убавляли. Теперь далее здесь 1 лицевая и формируем новый листочек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот на 5 вот этих петлях мы опять снова начинаем, как мы в 13 ряду с вами вязали. Вот сначала провязываем, потом в следующем ряду начинаются уже накиды. По накидам мы ориентируемся, когда нам подходить к закрытию 13 ряд, мы начинаем закрывать листочек вот этими 2 вместе вправо, влево, да. И одновременно в 13 ряду мы рождаем еще один листочек вот такой вот с первым рядом. Все, то есть мы это уже делали, мы это уже проходили. Теперь я повяжу за кадром и вернусь к вам показать результат. Давайте с вами вместе начнем. То есть и начинаем первый ряд узора. Еще один, 3-й лист вырисовывать, 2 изнаночных, 1 лицевая. Это будет у нас лицевая центральная, как и вот это. То есть можно теперь, вот этот листик мы закрываем, маркер можете для себя, так, для памятки, да, повесить на лицевую здесь. 2 изнаночные. Мы в первом ряду, когда формируем листик, не делаем никаких накидов, да, у нас по узору идет. Дальше все то же самое, накид и так далее. То есть просто я вам показала начало, да, этот теперь идем закрывать, этот нарождаем заново. Все, вяжем сами. И еще последний момент к вам. Смотрите, я где-то видела по линии реглана, да и в принципе вот модель, которую я рассматриваю, там листы идут поменьше. То есть сначала идет покрупнее лист, потом идет чуть поменьше. Все это делается за счет раппорт высоту меняем. Каким образом? Здесь у нас 5 накидов участвует. Сделали 4. Кстати, себе можете зафотографировать все это дело.
Все по тому же принципу. С 11 ряда просто тогда начинаете, вот где закрывать лист, начинаете прибавлять, отсчитали те же 5 петель слева, да, как мы делали от реглана, и начинаем новый лист формировать. Один закрываем, вот где закрываем, только здесь уже в 11 ряду. Если здесь более крупный лист, мы закрывали в 13 ряду, начинали закрывать листочек, то здесь уже в 11 ряду. Есть схемка поменьше, все условные обозначения те же. Вот схемка поменьше, здесь уже 3 дырочки участвуют, соответственно, в 9 ряду, если нужен повтор, в 9 ряду будет идти закрытие, и в 9 ряду рождается новый лист ближе к регланной линии. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Дальше не вижу смысла вязать все это вместе. Думаю, что просто кому понравилось, стоит начинать вязать. Я вам желаю самых красивых петелек. С вами была Настя. Пока.